Щенок 3 километра нес в зубах кусок хлеба. Маленький, едва держится на лапах, но упрямо идет сквозь ветер и холод. Мужчина заметил это и решил проследить за ним. Шаг за шагом он шел следом, все дальше от людей. И когда он наконец увидел, кому щенок нес этот хлеб, он просто застыл. То, что открылось перед ним, было одновременно страшным и до боли трогательным. В ледяной темноте полярной ночи, на краю мира, старый смотритель маяка Василий уже третий день наблюдал одну и ту же странную сцену. Маленький грязный щенок, которого подкармливали у магазина, не ел вместе с другими. Он аккуратно брал самый большой кусок хлеба, разворачивался и упрямо уходил прочь, туда, где за последними домами начиналась бескрайняя заснеженная тундра. Василию было под 70, он многое видел, как море забирает корабли, а север — людей. Но такого упорства он не встречал никогда. Щенок был худым, едва держался на лапах, ветер валил его с ног, но он снова поднимался и шел вперед, не выпуская хлеб из зубов. Куда он его нес? И главное, кому? В той стороне не было ничего, кроме заброшенных сараев и мерзлой пустоты. На следующий день все повторилось. И уже не только Василий заметил это. Молодая фельдшер Анна попыталась подозвать щенка, но тот лишь отскочил и посмотрел так, будто спешил выполнить что-то гораздо важнее еды и тепла. Местный рабочий Игорь лишь усмехнулся. На севере выживают сильнейшие, и жалость здесь не в счет. Но Василий чувствовал, это не просто инстинкт, это миссия. Когда вечером разразилась страшная пурга и температура рухнула до -30, он понял, щенок не вернется. И тогда старик сделал то, что не делал уже много лет. Вышел в метель. Он шел по памяти, выискивая следы, пока у магазина не встретил Анну. Она, поколебавшись, пошла с ним. А вскоре к ним присоединился и Игорь, хоть и ворчал, что они сошли с ума. Трое людей отправились в белую бурю вслед за маленьким щенком. Ветер сбивал с ног, следы исчезали на глазах, но они шли дальше, пока вдруг не услышали слабое, едва различимое скуление. Звук привел их к старому занесенному снегом сараю. Дверь с трудом поддалась. Василий направил фонарь внутрь, и все трое застыли. В углу лежала взрослая собака. Она замерзла, свернувшись так, будто до последнего укрывала кого-то собой. Под ней копошились два крошечных щенка, живые, а рядом стоял тот самый рыжий, обессиленный, дрожащий, но все еще держащийся. Перед мордой мертвой собаки лежал тот самый кусок хлеба. Он принес его ей. Он не понимал, что она уже не встанет. Он просто делал то, что должен, заботился о матери. В тот момент никто не сказал ни слова. Даже Игорь молчал, сжимая зубы. Анна первой пришла в себя, схватила щенков и прижала к груди. Василий снял шапку перед погибшей собакой. А Игорь молча поднял рыжего и укутал его в свой тулуп, как ребенка. Обратный путь они почти не помнили. Теперь у них была цель — спасти тех, кто еще жив. Эта ночь изменила всех. Через полгода в деревне стало по-другому. Анна осталась, больше не чувствовала себя чужой. Игорь стал мягче, чаще улыбался, а рыжий вырос и всегда был рядом с ним. А Василий, сидя у старого маяка, иногда рассказывал эту историю редким гостям. Не как трагедию, а как напоминание о том, что даже самое маленькое сердце способно на преданность, которая сильнее страха, холода и самой смерти.